Так, ну вот, это все, что нам понадобится сегодня. Всем привет, меня зовут Данил, это Цитадель Покраса. Сегодня я расскажу вам, как делать зимние подставочки, а именно вот на такую вот плоскую базу, думаю, многие с ними знакомы, мы налепим снег, без использования каких-либо текстурных красок и всего лишь при помощи соды. Будем использовать соду и сделаем неплохой такой снег, альтернативу, такую чисто пацанская версия снега текстурного от бренда. Вот, дешево, сердито и в целом неплохо. Предлагаю приступать. Так, ну вот, это все, что нам понадобится сегодня, а именно это белая краска. Я взял такой вот звезды, более дешевая, потому что мне мою там от Стадели или от Валеджио тратить как-то жалко, поэтому я беру вот это вот. Ее в целом не будет видно, поэтому какая разница, какой белый. Хоть обычные акриловые художественные, вот. Поэтому я беру от звезды. Черный для обрамления подставочки, ну, от края, рисования края. Думаю, вы знаете, как у Games Workshop, да, вот так вот с краю черным. Здесь вот у нас будет снежок сверху. Непосредственно сам снег, это сода в емкости, и клей, обычный ПВА клей, который мы будем наносить на подставочку и потом присыпем его содой. Так, я притащил еще сюда палитру, сейчас еще было, ну, что-то я мог цвета намешивать, то есть не цвета, а конкретно, чтобы белый мог положить на палитру и покрасить. Так, даже не знаю, с чего начать, но давайте начнем с белого. Пока отложим и покрасим подставочку сверху белым. Давненько я не открывал эту краску. Так. Похоже, плохо перемешал, надо бы еще. Так, давайте еще раз открываем, смотрим. Да, вроде сейчас получше. Берем так много-много краски. Достаточно жидкая, не знаю, это особенность звезды. Честно, не помню, сколько она стоит. И с чем бы ее сравнить. Так, положили, закрываем. И прорабатываем именно, ну, верхушку, да, у нас. Чтобы потом положить на нее снег. Так, первый слой положен, не знаю, наверное, давайте сейчас подождем высыхания и нанесем еще один. Так, ну красочка более-менее подсохла. Давайте нанесем еще один слой, предлагаю нанести вот там еще один слой. Этот хоть не особо высох, но ничего страшного, мы прям поверх еще раз пройдемся, чтобы точно уже нормально прокрасить белый, хоть его не будет особо видно. Но мой внутренний перфекционист говорит, что нам нужно покрасить ее еще раз вторым слоем. Ну, почему бы и нет? Главное, что это получение удовольствия, верно? Так. Второй слой нанесли, теперь ждем окончательного высыхания подставки.
Так, после того, как все просохло, у меня еще не особо просохло, но вроде более-менее нормально. А что просохло именно вверх, а бока, ну, можно подождать. Вот, мы откладываем всю краску, потому что больше она нам не понадобится. Ну, вот наша красочка, палитра, стаканчик, салфетка. И эта кисть нам тоже больше не понадобится в нашем сегодняшнем эксперименте. Так, мы берем просто рандомную кисть. Ну, не знаю, как хотите, делайте. Я возьму кисть. Кстати, вода нам все-таки понадобится. И салфетка тоже чуть-чуть. Вот. Осталось только дело за малым. Осталось приклеить сам наш снег. Мы берем нашу кисть. Проверяю, все ли нормально высохло на подставочке. Ну, вроде более-менее. Так. Наносим немножко клея. Чуть-чуть клея. Это хорошо сделал. Вот чуть-чуть. Вот. Нанесли мы клей. Закрываем. Размазываем ненужной нам кисточкой. И наносим на те места, где вы хотите, чтобы у вас остался ваш снег сода. Так, хорошо промазываем все края. Так, смотрим. Да, по-моему, все. Отмываю кисть. Ставлю в мою подставочку снеговую. Размещаем ее там. И закапываем. Сейчас что-то у меня образовались какие-то комочки непонятные. Сейчас я их передроблю. И вот и засыпаем нашу подставочку. Всю и сверху засыпаем. Вот наша подставочка, как вы можете видеть, вот она сейчас съехала. Вот она вот здесь. Там немножко отсыпалось, поэтому давайте еще раз чуть-чуть подсыпем. Хорошо со всех сторон. Вот. Мы закончили наше оформление. Ждем буквально час, пару часов. У меня уже ночь, поэтому я... Так, друзья, прошу прощения, у меня резко закончилась память на телефоне. Продолжаем. Я сказал, мы засыпали подставочку и ждем пару часов, чтобы осторожненько сыпать лишнее и оставить ее сохнуть на 24 часа. Стряхиваем лишнее, что не приклеилось, то есть что с горки лежит. Большую часть горки мы стряхиваем и оставляем остатки на 24 часа, и после этого берем подставочку и приклеиваем на нее уже миниатюру. Ну, конечно, мы используем кисть, стряхиваем такую пышненькую, стряхиваем с черной штуки, да, эти ненужные нам, так скажем, снежинки, да, наш снег с черной именно зоны, с черного ободка вокруг подставочки мы стряхиваем соду, и она остается только сверху тоненьким слоем, и по итогу мы получаем вот такую вот миниатюру. Покажу на примере своих кабалитов. Вот. Вполне неплохо. Неплохо, отлично выглядит. Очень нравится сочетание такого белого с таким красным. Поэтому хочу сделать всех своих кабалитов вот в такой вот теме. Вот. Пользуйтесь, друзья. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на мой канал, делай классные подставки. Если хочешь продолжение, либо еще каких-либо версий подставок, напиши об этом в комментариях, дай мне знать, и я сниму об этом ролик. Надеюсь, научился делать зимние подставочки, и теперь оформишь парочку подставочек по такому пацанскую версию, если у тебя не было текстурных красок. Если они есть, ну тоже можешь попробовать содой, в принципе, ради эксперимента, ради какого-то фана, я думаю, это будет прикольно.
Пока-пока.